Всем привет! Поступил запрос, как расписать плинтус потолочный. Я не художник, я этого делать не умею, но видео мы снимем. Наносить будет Диана. Она у нас продавец-консультант, художник-декоратор. Занимается росписью, барельефами. И она вам покажет самые простые способы. Под мрамор просили. Под мрамор получится или нет, не знаю. Я как бы не вмешивалась и не уточняла, что она будет наносить. Она будет наносить, и посмотрим. Я тут рядышком буду, если что, буду вмешиваться периодически. Мы будем использовать вот такую краску. Она у нас уже заколирована в коричневый цвет. Моющая, влагостойкая. Рекомендую. Кисточки. Кисточки у нас тоже есть. Хочется показать их, что они из натуральной щетины и идеально подходят для покраски. Вот будем использовать кисточку и крышку как палитру. Немножко излишки будем убирать. Ну и теперь равномерным слоем покрываем первую часть. То есть, смотря как вы будете вести кисточкой, будут оставаться небольшие разводы от кисти. Излишки сразу же нужно убирать. И пытаться покрыть за один раз равномерным слоем. Сохнет краска достаточно быстро, часа 3-4. Мы, конечно, столько здесь ждать не будем, мы ее посушим. Все, теперь продолжаем. Первый слой у нас высох. Если бы мы хотели заколеровать молдинг в один цвет, то мы сейчас бы снова покрыли той же краской по движению, и он был бы уже готов. Но так как нам хочется достичь небольших эффектов, мы не будем прокрашивать вот эти вот все непрокрасы, а возьмем другой цвет. Это будет белый. Возьмем кисточку, она будет поменьше, чем была предыдущая. Точно так же будем пользоваться крышкой, кисточкой и немножко губкой. Кисточка должна быть сухой. Все излишки мы убираем на губку. То есть излишки убрали. И приступаем к формированию небольшого эффекта. Это такие достаточно простые эффекты, с которыми может справиться каждый. То есть мы в таком хаотичном порядке проявляем рельеф нашего молдинга. Немножко залазим в углубление. И все это делаем обязательно сухой кисточкой, иначе будут сильные разводы. Сверху, в зависимости от интерьера, можно добавить еще либо серебро, либо слегка золото. Но мы будем делать серебро. Вот мы обязательно вытираем кисточку, чтобы она была полусухая. Мы не делаем влажной кисточкой, на которой излишки краски. Как можно меньше, чтобы не было разводов. То есть именно сухой кистью протираем. Вот теперь, наверное, видно, почему мы не покрывали вторым слоем. Потому что, в принципе, белый цвет, он все перекрывает. Становится такой неоднородный эффект появляется. То есть серединка могла остаться таким же цветом. Мы бы сейчас ее покрыли коричневым и оставили бы в тон. Но
мы ее тоже будем закрашивать. Здесь рисунок, я уже повторяю, не в хаотичном порядке, а одинаковые метрические движения кисточкой. Пускай даже специально будет где-то больше, где-то меньше, все-таки это у нас ручная работа. Это эффект застаривания? Да, этот метод застаривания в упрощенной версии. Здесь мы пока оставляем, там покажем другой способ. Первая половина у нас сохнет. Мы взяли небольшое количество декоративной штукатурки, это мармара. Взяли крышечку для удобства, мастихин, маленькая кисточка и вот такой резиновый шпителечек. Это наши инструменты. Будем выполнять под мрамор. И черная краска нам еще понадобится. У нас она в большом количестве, поэтому мы и будем пользоваться. Краску мы также немножко сделаем на крышку. Это будет нашей палитрой. Будем брать на один конец черного цвета, на другой кончик будем брать мармара, не колерованный. То есть берем совсем по чуть-чуть, капелюшечки. Видите, как мало? Вы можете вот эту, допустим, взять, даже дешевле. Наверное, так. Ну, вот там где-то спрашивают. Сначала в одну сторону, потом в вторую сторону. У нас будут появляться такие небольшие разводы, как имитирующие мрамор. Размазывать резиновый шпатель нам помогает, потому что он продавливается от силы нажатия. Материал оставлять в большом количестве не нужно. То есть и лучше рисунок делать по диагонали. Можно немножко им двигать, тогда они будут более такие живые линии. То есть мы снова распределили и снова формируем. Тут тоже нет ничего сложного, просто нужно понять принцип и формировать самим рисунок. Можно даже оставлять вот такие вот небольшие подтеки, но они тоже будут красивы и уместны, но мы немножко их будем убирать, потому что мне хочется более равномерный рисунок. Перекроем немножко. О, как красиво получается. То есть и таким способом мы заполняем когда
излишки мешают декоративной штукатурке, можно их убрать и подтянуть снова рисунок. То же самое можно было сделать краской. Также пользуюсь шпателечком, кисточкой. Основной цвет хочется оставить все-таки более светлым, поэтому темного мы не добавляем так много. Ну вот, или можно диагональ брать еще больше. Это тоже дело вкуса. То есть можно было так сразу вытянуть. А пустоты заполнять белым цветом. Вот так. Достаточно такой долгий творческий процесс. Хорошо то, что рисунок можно в любой момент поправлять. Декоративная штукатурка, она быстро не сохнет. И позволяет с ней работать. Вот здесь вот. То есть еще раз, принцип какой? То есть мы на один кончик кладем белый цвет, посерединке мы кладем немножко цвета темного, и снова можно за перемешанным материалом, а можно не колерованным белым. Вот я взяла перемешанный и снова наносим слегка по диагонали. Вот где немножко не получилось, мы также это можем все почистить, все это убрать. Теперь мы материалу дадим высохнуть и дальше будем заниматься следующим этапом. Для дальнейшей прорисовки я думаю, что нам понадобится достаточно тоненькая кисточка. Белочки, они не очень удобные будут, поэтому я возьму вот такое вот что-то среднее, вот с таким кончиком. Сейчас мы возьмем нашу черную краску, немножко ее сделаем на крышку, и мне хочется закрасить вот эти вот места темным цветом.
Принцип тот же самый, то есть мы красим по линии молдинга. Это будет первый слой. И надо будет покрыть еще раз. И также здесь. Я вот левша не очень люблю. У нас все высохло, и теперь мы можем приступить к прорисовке прожилок, к самому интересному. Прорисовываем в тех местах, где у нас уже и так есть темный цвет. То есть либо непосредственно рядом. Такими рваными линиями. Вот таким вот способом. Линии должны быть тонкие, но в то же время где-то они должны утолщаться, а где-то оставаться тоненькими. Так, также можно вот сюда добавить. Эту часть, так как мы решили оставить ее более светлой, мы прорисуем прожилки только посередине, по декоративной штукатурке. Остальную часть оставим белой. А где-то можно оставить наоборот прерывистые линии, чтобы не было однообразия. Прорисовывать стараемся там, где темный цвет, потому что чтобы не было резких перепадов. И следим, чтобы кисточка вот так вот не распушалась, иначе не получится. То есть она всегда должна держать кончик. Вот такой вот простой способ нанесения под мрамор. Эффект состаривания можно еще усложнить тем, что добавить немножко серебра. То есть мы также, метод тот же самый, обязательно сухая кисточка, только на кончиках. Излишки мы убираем либо об губку, либо об краешек. И также проходим. В данном случае серебро будет давать немножко блеск. В меньшем количестве. Будет такой еле заметный эффект.
Например, он будет играть от освещения. Я надеюсь, вам понравилось. Мы показали самые простые способы, те, которые вы действительно можете хотя бы попробовать сделать своими руками. И есть гораздо, допустим, сложнее что-то, да, более красивое. Это уже нужно заказывать у специалистов, вы можете обратиться к нам. Мы находимся в строительном центре «Гвоздь», отдел 108, это синий зал. Называемся мы «Гура-Декор». Все ссылки есть в описании. Обязательно приходите, мы вас ждем. И не забывайте поставить лайк и подписаться, комментарии тоже будут не лишними.